Всем привет! Мы по-прежнему в городе Енисейске. Сегодня хочу немножко прогуляться по центру и показать, как может выглядеть комфортная среда в маленьком городе. В городе сегодня пусто, людей нет, люди были вчера на праздник. Сегодня все как обычно. А мы подходим вот к такому скверику. Его сделали, как большинство объектов благоустройства, к юбилею города в 2019 году. Здесь был просто заброшенный пустырь, несколько лавок, ну и все. А вот это здание, которое теперь торговый комплекс, это был кинотеатр. Назывался тоже Енисей. У нас появились вот такие машинки, где продают кофе. Прямо как в большом городе. Иду я сейчас к зданию районной администрации. Здесь тоже произошли большие изменения, как раз к празднику. Вот. Здесь вот такое поле, даже с ландшафтным дизайном. Вот это вот деревья, это яблони, они очень красиво будут цвести где-нибудь, наверное, в июне. Вот памятник Ленину. Это как бы муниципальная собственность, но муниципальные власти за ним очень плохо ухаживают. Памятник начинает разрушаться. Вот. К юбилею города поставили вот такие качели. Прямо как в Москве. Там на площади Маяковского это любимая забава, наверное, всех жителей города и туристов. Свободных мест практически никогда не бывает. Здесь теперь тоже есть и пользуются популярностью. Вот районная администрация. Здание городской администрации. А вот это первый каменный дом в Енисейске. Самое старое каменное здание, дом воеводы. Он, к сожалению, не попал в список объектов на реставрацию. Сейчас в очень плохом состоянии. Вроде говорят, что собираются что-то с ним делать, но пока непонятно. Пока вот в таком виде. Вот еще одно место новое в городе. Раньше его не было, потому что вся эта площадка была занята магазином Дом одежды. И рядом был еще магазин Школьник. Их снесли и на их месте сделали вот такое место отдыха. Там где-то сзади еще одна будка, где продают кофе. Вот людей опять нет, все люди были вчера. Что здесь плохо, так это то, что некуда пойти. Люди вчера гуляли, потому что на набережной продавали шашлыки. Какие-то здесь продавали сувенирчики. В общем, была какая-то жизнь. А сейчас все довольно скучно. Здесь есть единственное кафе. Такое похожее на кафе, как в большом городе. Но оно спрятано во дворах. Еще нужно знать, куда идти. Поэтому люди предпочитают сидеть дома даже в такую хорошую погоду в выходной день.
Это детский стадион. Здесь до пандемии проходили все народные гуляния. И из благоустройства был только вот этот вот столб. А к юбилею города опять же поставили всякие вот такие детские штуки. Домики, качельки, лесенки. Даже здесь получилось совсем неплохо. А вот это, если не ошибаюсь, это собирается в сцену, наверное, на День города. Но место все равно довольно унылое, даже несмотря на вот такие веселые развлечения для детей. Здесь летом попозже поставят надувные горки, бассейны, прямо как в 90-е. Город тоже хочет соответствовать мировым трендам. Вот это что-то вроде солнечной батареи для светофора, но что-то, видимо, пошло не так. Она не работает. Еще одно место, которое благоустроили к юбилею. Да, благодаря юбилею в городе появилось все хорошее. Реставрированы некоторые дома, самые ценные. Появились элементы благоустройства. Скажем, появилась комфортная среда. Вот лестница на холм. Раньше нужно было карабкаться по склону, по узкой тропинке. А теперь можно с комфортом подняться по такой лестнице. Там тоже ничего не было наверху. Трава и тропинки. Там еще есть памятник участникам Маклаковского восстания против Колчака. Это было все, что здесь было примечательного. А теперь это местечко выглядит вот так. Вот такие дорожки, фонари, скамейки. Здесь любит собираться молодежь по вечерам. А вон памятник. И Успенский собор. Одна из главных достопримечательностей города. Конечно, еще есть много над чем работать. Это хоть и не двор жилого дома, но в жилых домах дворы ничуть не лучше. Тоже забор. Их тоже поставили в 2019 году, чтобы скрыть самое неприглядное. И баннеры. Баннеры тоже, к сожалению, то, что не стали ремонтировать. Решили даже не прикасаться. Просто закрыли тряпочками. Вот еще один элемент комфортной среды. Он мужской монастырь. А вот перед ним сделали такую площадку. Вот качели, скамейки. Все в плиточке. Очень неплохо. По сравнению с тем, что здесь было, это, можно сказать, замечательно. Это место называется Фефеловский парк. Это действительно был парк. Ну, как парк. Росли деревья, чертополох, трава. Была канава. Ну и, наверное, все. А сейчас здесь провели вот такое благоустройство. Здесь детская площадка. Вот такая красота. Поставили не какую-нибудь ерунду разноцветную, которую Варламов постоянно ругает в своих видео. А вот такое, ну, почти по-европейски получилось. Здесь, правда, никогда никого нет. Сколько я здесь бывала, никогда не видела, чтобы здесь массово играли дети. Ну, может, здесь просто нет детей. А так хорошо.
Вот, действительно почти по-европейски. Вот так исчезает красота. Этот дом тоже не попал в список объектов для реставрации. Стоит заброшенный. Там раньше было кафе, а теперь оно никому не нужно. Ну и вот новые стандарты красоты. И здесь все такое. Вот. Скоро весь город будет выглядеть примерно так. И у меня всегда возникает вопрос, а будет ли вообще смысл куда-то ехать и пытаться найти что-то интересное. Потому что все объекты, имеющие хоть какое-то культурное или эстетическое значение, они разбросаны по разным частям города. И ходить от одного до другого просто никакого, как мне кажется, смысла нет. Поэтому вопрос туризма по России, особенно в связи с настоящими событиями, это такой вопрос. Я вот, например, для себя пока не могу решить, хочу ли я путешествовать по большим городам, которые имели какое-то историческое значение, потому что, когда я была в Рязани, город меня очень сильно разочаровал, хотя, казалось бы, ему 1000 лет. Там должно быть что-то интересное, но по факту сохранился только Кремль. Это очень печально. И вот здесь тоже мы идем, смотрим на эти сайдинговые домики. А вот исторический объект, вот этот вот торчат бревна, это был амбар деревянный, без единого гвоздя построенный. Таких всего 3, сохранился всего 1. Тут говорят, злые люди говорят, что его разобрали местные жители для своих нужд. А это памятник федерального значения. А вот это жилой дом, усадьба Лапшина. Тоже это был его амбар. Вот все, что от него осталось. Там, по сути, можно сказать, свалка. Это тоже памятник федерального значения. Вот. Выходим из парка, сделали вот такой мостик. Кстати, могу сказать, почему-то канава осталась огромная. Что они будут с ней делать? Интересно. Вот. В принципе, получилось неплохо. Опять же, по сравнению с тем, что было, это, можно сказать, прекрасно. Вот какой чудесный вид. Наверное, чему можно было бы поучиться у европейцев, это запретить каждому делать то, что он хочет. Например, лепить окна, какие кому нравятся. Потому что вон часть только в наличниках, это его исторический облик, часть пластиковая, часть еще непонятно какие. Куча мусора, все как мы любим. Как-то сразу теряется все впечатление от благоустройства. Вот примерно так выглядит знаменитый двор. Сегодня хорошо, еще не было дождя. Но это еще не самый худший вариант, кстати. В общем, с благоустройством получилось, как всегда. С одной стороны получилось очень хорошо, а с другой вот так. Или вот так. Это тоже памятник. Интересно, его еще не признали аварийным? Наверное, нет. Там еще люди живут. В общем, вот такой вот город. Очень неоднородный. С одной стороны все как бы хорошо-хорошо, с другой как бы и не очень. Местами даже
можно сказать, плохо. Но, тем не менее, город интересный. Здесь есть на что посмотреть. Летом здесь очень много зелени. Очень красивый Енисей. Можно приехать, посмотреть, подышать свежим воздухом. И узнать свою страну получше. В общем, вот на сегодня все. Всем пока.